Всем салют, вот и подошел к концу второй игровой день чемпионата мира, а это значит, что я максимально оперативно собираю для вас лучшие моменты матчей и составляю краткий обзор каждой встречи. Спасибо за вашу поддержку под предыдущим роликом, давайте быстрее окунемся в мир чемпионата мира, день 2, поехали. Но перед этим у меня к вам огромная просьба поставить лайк на это видео, а также подписаться на телеграм-канал, где каждый день выходит максимально оперативная информация, какие-то мои рассуждения, интересные викторины и опросы на тему хоккея. Ссылка в описании, а QR-код на вашем экране. Если хотите поддержать или отблагодарить меня, вы это можете сделать по второй ссылке в описании или по QR-коду слева на вашем экране. Большое вам спасибо, только с вашей поддержкой я смогу продолжать вести этот канал, ведь на нем пока нет ни единой рекламы. Сегодня были сыграны следующие матчи: Франция, Казахстан, Великобритания, Канада, Польша, Латвия, Австрия, Дания, США, Германия и Норвегия, Чехия. Начнем с матча с участием нашей любимой сборной Казахстана, за которую вы так активно голосуете в моем телеграм-канале. Днем они встречались со сборной Франции. Что мы ждали от этого матча? Ни та, ни другая сборная не отличается надежностью в обороне. Как говорится, сами играют и другим дают. Поэтому поединок должен был получиться максимально результативным. Давайте скорее посмотрим на него. Сейчас у вас на экране стартовые составы команд. А матч получился действительно огненным. Счет заброшенным шайбам был открыт еще на второй минуте, когда Энцо Кантагалло распечатал Шутова. На что казахстанцы быстро ответили, да еще и дуплетом. Сначала Роман Старченко мощным броском счет сравнял. Это, кстати, был 91-й официальный матч за сборную в карьере Романа. Настоящая легенда Казахстана. А после, уже через пару минут, Макс Мухамметов вывел Казахстан вперед. И на этом феерия закончилась. Следующую шайбу мы увидели только спустя полчаса игры после удаления Леонида Метальникова. Вы там ничего не подумайте, Казахстан забил в меньшинстве, счет стал 3-1 и, кажется, казахстанцы нащупали слабое место Юланина. Но поединок так и закончился 3-1. Так вышло, что матч немного не оправдал лично мои ожидания. Начали команды бодро, но на вторую половину матча как будто сил совсем не оставили. Статистика сейчас на вашем экране. Лучшим игроком я признаю Савицкого. Мужик долго лечился от травмы, а сейчас вышел и порешал 1+1 у него на счету, при том, что отыграл он всего 13 минут. Будем верить, что Казахстан зацепится хоть за 4-е место и выйдет в плей-офф. Но об этом позже, а мы идем дальше. На очереди у нас матч, который играется параллельно. Встреча Казахстана и Франции, тоже достаточно интересная. Великобритания, Канада. Кленовые несколько лет назад уже встречались с Великобританией на групповом этапе и одержали победу со счетом 8-0. Учитывая мощь канадской атаки, можно было предположить, что игра получится очень и очень открытой, с 50 бросками за матч, а то и более. Давайте посмотрим, смогут ли кленовые добыть разгромную победу. Я думаю, вы удивитесь, но счет открыли именно британцы, да еще и дважды. Первый гол был отменен, зато во втором все было чисто. Лем Кирк, играющий в чешской экстралиге, принимал поздравления. Счастье парней из Объединенного Королевства продлилось недолго, а именно 30 секунд. Новоиспеченная звезда Питтсбурга Майк Бантинг сравнял счет, но только во втором периоде Канада наконец-то нашла свою игру и начала уходить по-настоящему в отрыв. Сначала Хэггл, затем дважды Бедарт огорчили сборную Великобритании, но даже после такого она не расклеилась, а сохранила лицо. Канада в этом матче больше не забивала, а британцы успели забросить вторую. Это сделал О'Коннор, и матч так и завершился 4-2. Например, третий период смотреть было вообще невозможно. Канада всего 34 раза потревожила владение Уистла, наверное, сохраняя силы на следующие матчи. Великобритания же показала, что они далеко не мальчики для битья, их стоит уважать за самоотдачу и просто с ними не будет никому. Лучший игрок встречи, наверное, Бедарт с дублем. А мы идем далее. На очереди у нас Австрия-Дания. Довольно интересное противостояние, где перед матчем лично я не мог предположить, какой будет исход. Но все же Австрия
по составу слабее датчан и в двух предыдущих очных встречах потерпела поражение за счетом 2-6 и 1-6. Соответственно, давайте посмотрим, что из этого получилось. Счет был открыт на 13-й минуте, Маркус Лауритсен отличился, затем удаление Йенсена и снова гол в меньшинстве. Дания меняет счет на 2-0. Сторм забивает свою шайбу, очередной ветеран, мужику 35 лет, уже о пенсии пора думать, а тут какой-то чемпионат мира. Ну на это Австрия ответила по-своему, Мануэль Генхел сокращает отставание до одной шайбы. На этом первый период закончился, а уже во втором отличился Йохам Блихвальд, который долгое время старался закрепиться в НХЛ, но ничего из этого не вышло, после чего парень отправился набираться опыта в шведскую Элитсерien. После 1-3 Австрия прям поплыла. Чувакам надо было отыгрываться, а они нанесли 3 броска за третий период. Я сразу скажу, из них ни один не закончился голом. Конечно, Дания за это их наказала, сначала отличился Феликс Шил, еще один ветеран европейского хоккея, ну а точку поставил уже всем нам знакомый вышеупомянутый Блихвальд. Статистика у вас на экране, лучшим игроком я признаю Блихвальда. У него 4 броска, 2 шайбы, 1 ассист и 20 минут на площадке, просто красавчик. Дания, как и ожидалось, победила и до последнего будет цепляться за плей-офф. А Австрия что? Ну, наверное, все-таки не вылетят. Давайте пойдем дальше. Тут матч, где фаворит очень легко проглядывался. Латвия-Польша. Сборная Латвии, действующий обладатель бронзовых медалей чемпионата мира. И если они действительно планировали претендовать на что-то, то нужно обязательно расправляться с такими сборными, как Польша, которые, если на что-то и претендуют, то на билет в эконом на 20 мая рейсом Острава-Варшава. Ну давайте шутки в сторону, у нас все-таки серьезная передача, и давайте посмотрим матч. Матч начался так, что я сразу понял, следующие 50 минут пройдут с кайфом. Счет открыла Польша, и главное, кто открыл? 19-летний Криштоф Масиас, который, между прочим, играет в ВХЛ, правда канадской. Но это не важно, так как далее Латвия вроде вернулась в игру. Роберт Мамчис сравнял счет, и я подумал, ну все, ждем разгрома, а нет. Калим Валига из второй лиги Чехии выводит поляков снова вперед. Дальше Аблс продолжает традицию забивать в меньшинстве, но радовались латыши совсем недолго, а именно 5 минут, до того как Масиас получил шайбу и хлестким броском поразил ворота Мерзликина. На этот раз Латвия отвечает чуть по-другому, а именно дуплетом. Сначала шайбу забросил Каспер Даугвинш, живая легенда КХЛ и Латвии, всем нам прекрасно знакомый, а потом включился и Букерс. И вот уже Латвия ведет 4-3. Но Польша цепляется и за это, за 3 минуты до конца счет сравнивает Матиас Брык. Но в овертайме Латвии все-таки удалось поставить точку, 35-летний Даугвинш оформляет дубль. Легенда. Вот этот матч, правда, получился огненным, даже захотелось его в записи пересмотреть. Статистика по броскам у вас на экране, почти двукратное преимущество Латвии. Ну что, Латвия сыграла с самой слабой командой из группы. Дальше будет только сложнее, нужно как-то собираться, находить в себе силы. Очень, кстати, слабый матч провел Элвис Мерзликинс. Ну а лучшим игроком здесь становится 2 человека. Масиас с 2 заброшенными шайбами. Кто знает, может это будущая звезда в ВХЛ, он смотрится неплохо. А над чем можно громко о себе заявить. Ну а вторым будет, конечно, Каспер Даугвинш, который набрал 3 очка, проведя на площадке 21 минуту. Ну и финальные 2 матча, которые были сыграны уже под ночь по Москве. Наверное, главный матч дня это все же США-Германия. Парни уже вчера провели свои первые матчи, где США знатно обделались. Сегодня был день X, это тот матч, который нужно было обязательно выигрывать, если ты еще хочешь претендовать на 1-2 место в группе. Короче, матч обещал быть супер открытым, жду минимум 6 голов. Погнали! Как я и ожидал, матч начался супер активно, США в первом периоде забили 2 шайбы. Сначала отличился Ткачук, а затем Майкл Кезелинг, который, кстати, дебютирует на ЧМ. Во втором периоде случился совсем неприятный эпизод для США. Алекс Лайн получил травму и вышел Трей Агустино, который на взрослом ЧМ также является дебютантом. Удачи ему! В середине периода клубы обменялись заброшенными шайбами. Сначала отличился
Джонни Гудроу, а затем Язен Элиц. Но и это был последний рывок от немцев, дальше их просто размазали. Люк Хьюз, Зеграс, ну и наконец Айсимонт. Можно ли сказать, что матч был открытым? Да, конечно, но лишь с оговоркой, что открыта была только калитка сборной Германии. Статистика по броскам у вас на экране, практически двукратное преимущество от американцев, а лучшим игроком матча мы торжественно назначаем Кессельринга за его гол и передачу, при том условии, что на площадке он провел всего 8 минут. Плюс помним, конечно, про то, что он дебютант, чем. И заключительная встреча игрового дня Норвегия-Чехия. Чехия в первом матче не показала откровенно ничего. Барахтались на пузе против финнов и даже забить не смогли. Но очко они свое взяли, только какое это было очко, решим несколько позже. Матч будет важным для обеих команд и вряд ли они пойдут в атаку. Именно так мыслили многие эксперты. А что мы получили? Давайте посмотрим. Начался матч великолепно. Мы вспомнили о нашем старом знакомом Романе Червенке. Да еще как он открыл счет в этом матче. Правда, после этого, на удивление всем, Норвегия забила 3 шайбы. Это был Солдберг, Стин и Салстен. У Торресена, кстати, 1 ассист. Дальше включился снова ветеран, 3-2, дубль от Рома. Классно, чехи подкрыли ошибку, и это все еще первый период, который вообще закончился дракой. А дальше что? Сольный проход, он же Беравика, и уже счет равный. Матей Странский в начале третьего выводит чехов вперед. Помню его, кстати, по выступлениям за Северсталь. Очень мне он нравился, множество черновой работы он проделывал. Да и дальше забивали только чехи. Сначала щелчок Хайека, ну а точку в этом увлекательном матче поставил Палат, забросив в пустые. Статистика матча у вас на экране. Было весело, да, конечно, но скорее со стороны Чехии. Норвегия смогла предложить лишь 11 бросков, зато реализация огнища. Норвегии удачи, а мы на сегодня все. Таким захватывающим выдался этот второй хоккейный день. Если вам понравился такой формат, то поставьте лайк и подпишитесь на телеграм-канал и Бусти, ссылка в описании и у вас на экране. Спасибо еще раз за просмотр и всем больше хоккея.